Всем привет! Вы на канале Ускорение. Всех приветствую. У нас очередной обзор на культовую тачку Volkswagen Golf. И мы пригласили гостей, которые любезно согласились поделиться с нами, хоть и на время, таким автомобилем. Я приглашаю представителей команды MFG. Салам алейкум, Мурат. Добро пожаловать. Всем привет, ребята. Это тачка нашего участника, зовут его Авзал. Это Volkswagen Golf MK2. MFG, чем вы занимаетесь? Мы занимаемся благотворительностью. Получается, благотворительность, связанная с автотематикой. Мы ездим по областям, по детдомам, по интернат-школам и делаем праздник детям. Получается, в нашей команде есть ребята, у кого есть автозвук, у кого дрифт-машины, у кого просто стильные красивые тачки. Мы ездим, получается, по областям, показываем шоу, радуем и дарим им всякие подарки и делаем, можно сказать, горячие столы. MFG вообще что это означает? Это с английского moment for good, движение во благо. Можно сказать, это наш, не слоган, наш логотип, и этим всем... Идея. Да, это наша вот идея, да, по которой мы двигаемся. Как бы добро и тачки. Если это все, можно сказать, здесь соединить, это происходит что-то нечто крутое. Очень круто, очень круто. По пальцам можно подобные проекты сочетать в Узбекистане. Я рад, что у нас как автотематика развивается, так и появляются люди, появляются новые команды, которые готовы заниматься, посвящать свое время, ресурсы этому. Это очень благородно. Спасибо, Атя. Ну что, друзья, пригласим владельца этого автомобиля. Я думаю, он лучше меня расскажет и покажет, и в целом познакомит нас с этим прекрасным автомобилем. Добро пожаловать, салам алейкум. Гольф 86-го года. 87-го года. МК2. Да. Что про него расскажете? Что и про него рассказать? Это была мечта. Давно я мечтал о такой машине. Долго искал, чтобы именно был такой комплектации. Здесь стоит 1.6 мотор и с коробкой автоматом, с люком. Это GL комплектация. В принципе, все. Чистокровный немец, Да. который приехал сюда. И известно, с какого года он отсюда? Нет, Нет? неизвестно, с какого года она Здесь, здесь гольфы вторые, МК2 производились на многих странах. Именно почему я хотел GL комплектацию, потому что она именно производилась в Германии. Были из других, так скажем, регионах. Но почему-то хотелось именно чистокровно немца. Да. Круто. Как давно вы владеете машиной? Я эту машину в этом году, в 23-м году в декабре. Нет, 22 декабре я покупал. Да, с того времени. Так. Расскажите, как вы ее взяли? Почему именно эта машина? Понятно, мечта, понятно, немец. Как вы с ним столкнулись? Мне всегда был нашего местного автопрома, всегда машины. И всегда хотелось бы что-то новое построить и самому сделать. Я все время следил за этими проектами. И хотел сделать проект. Я продал последнюю свою тачку в 2018 году. Это был Spark, нашего местный. Он тоже был тюнинговый. Потом я ждал, искал машину, нашел E21 BMW. Я в течение года его строил, мы полностью его разобрали. Пока строили, довольно-таки уже этого автомобиля не только в Узбекистане, она во всем мире уже редкая. И, соответственно, когда редкость, это вы уже знаете, то что запчасти на него проблема. Я там определенное средство денег потратил на него, но в течение года как-то не так уж собралось, как мне хотелось бы. И как-то месяц я к нему не ходил, она была в автосервисе, и что-то сидел в нашем местном маркетплейсе, встретил одного гольфа. Я все время хотел гольф, именно МК2 на автомате, как я до этого говорил. И нашел красного цвета. Мы с этим человеком никак не могли встретиться. Я в один день хотел позвонить, и это объявление уже было снято. И я листаю дальше этот же маркетплейс и встретил новое объявление. Буквально 2 или 3 минуты назад поставили. Я сразу позвонил человеку, сказал, можно ли посмотреть тачку. Сказал, да.
встретились, я ему сказал сразу, я его то, что покупаю, беру. Без раздумий. Сразу Нет, пришли. я просто пришел, мне дурацкий был вопрос, то, что люк здесь работает, а подвижку там есть какие-то эти моменты. Он сказал, ну, старые машины надо обслуживать. Я сказал, ну, хорошо. Я говорю, все, хорошо, я беру. Он мне часто стоял где-то минут, если не соврать, 10, он говорит, проедьте. Я говорю, нет, я просто беру. Скажи то, что по техничке что. Договорились о цене, договорились о дне переоформления. Я ему оставил задаток. Он в итоге мне уговорил после задатка, что я проехал. Я ни на что не обращал внимания. Я проехал где-то там 2 километра. Я сказал, все. И так она у меня появилась. То есть с первого взгляда. Да. Личный вопрос. Женаты? Да. Вот жене повезло, потому что говорят, что заботливый мужчина, он познается, когда у него ретро немецкий автомобиль, за ними нужно ухаживать, потому что за другими берешь и не ухаживаешь, а это нужно делать. Очень креативно. Гольфные мячики, то, что Да. машина Volkswagen Golf креативно. Особенно вот в салоне, так скажем, что сделано, перетянули потолок, заменили руль, потому что здесь очень некрасиво, как от Тико был такой руль, ну тоже стоковая, от другой комплектации. Угу. Как она сюда попала, мне неизвестно. Она все в стоковом состоянии, только вот сиденье было менено от VAG Motorsport, и это также называется Audi Motorsport, и они были в комплектациях Audi Quattro с боковой поддержкой, с подлокотником, который регулируется, и с атаманкой. С атаманками. Да. Машина 87 года, тут атаманки, тут люк, тут электростеклоподъемники, то, что нет в ваших Кобальтах 23 года. В принципе, все. Здесь еще было установлено, мы, по-моему, про это забыли, электроусилитель руля. Я конкретно хотел именно, чтобы было стоковое, не какое-то там... Мне там также посоветовали поставить Atlas эти, поставить электронный усилитель руля. От Spark я как-то сказал, нет, я не хочу. Я нашел его в Казахстане, и мне его прислали, я его установил. Круто, круто. От себя скажу, я вот сейчас сижу в пассажирском переднем сидении. Боковая поддержка здесь офигенная, просто. На ней нужно, видно, что как в VAG Motorsport, да, то есть тебя заносит, тебя держит. Эта машина больше про эмоции. Расскажите вообще, каково владеть довольно редким автомобилем в Узбекистане? Оборачиваются люди, смотрят, спрашивают? Да, практически каждый день лайкают, просто показывает класс, и некоторые даже просят, именно автолюбители просят, чтобы я остановился из-за диски или как-то из-за внешнего вида. Все думают, что это какая-то спортивная. Заряженная, да? Да, заряженная. Некоторые подходят, говорят, давайте гонки устроим. Я говорю, нет, это абсолютно стоковая машина. То есть ее уникальность именно в том, не то, что там 2 литра турбо, да, стоит, а то, что она по заводу, да, вся? Да. Вот. Хотелось бы всегда, вот, чтобы она была в стоке и делать его более грамотно с стоковым оборудованием или стоковым этим, как это правильно сказать? Запчастями? Запчастями. Потому что тогда не было бы колхоза, тачки да. делали инженеры, а не маркетологи. Что изменилось в автомобиле с момента, как вы его приобрели? Какая работа была проделана? Вижу, сюда вложено не только труд, не только деньги, да? Мы больше говорим не о деньгах, а о времени, усилиях, о душе, да? То есть что было проделано? Спасибо нашему мирному народу, так скажем, которые все помогали. Я искал объявления, я искал, грубо говоря, в барахолках, где там есть запчасти. Люди с Казахстана, спасибо им тоже огромное. Сейчас по названиям я их сейчас не могу перечислять, не помню, честно. Мне из Казахстана помогали люди. Передний бампер было как Жигули, до 90-го года у них были бампера как от Жигули, узкие так называемые. Мне передний бампер, боковые зеркала я сюда установил, колеса, соответственно, боковое зеркало, руль, сиденье. Здесь были механические стеклоподъемники. Мы сюда установили такую кастомную
опять-таки же, я хотел, чтобы именно от него же было электростеклоподъемники. Мне помог человек, который на джете, кто катается. Он как раз таки продавал машину, я его попросил, чтобы он мне продал эту всю комплектацию взамен, что я доплачу с механическим. Я ему отдал свои механические и доплатил ему, чтобы он мне отдал электронные. Здесь чуть-чуть нестандартно работает электростеклоподъемники. Я сделал это, как это называется, я не знаю. Электростеклоподъемник, который управляется с мясорубки, так скажем. Задний бампер также я искал где-то 6 месяцев оригинально, чтобы были вот широкие, а то смотрелась одна узкая, вторая широкая. В итоге никто мне его не нашел. Я лично поехал в Казахстан, нашел в Казахстане и установил и задний бампер. В принципе, все. Это любовь. Чтобы за запчастью поехать в другую страну, это любовь. Ну что по вложениям, да, то есть это сколько? Минимум цена одной тачки, да, еще сверху сюда? Ну как я его приобрел, почти тот же сумма еще ушла сверху. Но это еще далеко не законченный проект. Да, что планируется, что еще хотите сделать? Здесь еще куплены пневмоподвеска. Здесь надо еще... будет. Здесь была куплена пневмоподвеска, она сюда установится полностью обслуживание и покраска кузова. Помимо этого, под капотным пространством хотим сделать clean look. Мы уже договорились с мастерами. Вроде бы все. Чисто... И перетяжка салона и сидений. Выставочный образец будет, да, у вас? Вообще тема. И еще самое главное, в чем прикол, но это просто. Здесь докатка куплена была за $50. Я просто купил докатку, чтобы была заводская. Я его купил тоже за 50. по заводу? Да, чтобы она заводская, и шины заводские до сих пор стоят. Так она сюда не станет, да, сейчас? Не, она сюда не станет. Что, поехали? Поехали. С ручника снял? Здесь нет ручника. Да? Да. Ну что сказать, гидравлика работает. Ощущение чисто карбюраторный мотор. Даже по динамике, да, по всему этому. Чисто ваговские маленькие зеркала. Ну, кстати, не как в ID4. В ID4, конечно, это... Мои ощущения, как человека, который... Это это четвертый Volkswagen в моей жизни. Первый это был Volkswagen Caravella. Большой красный микроавтобус 90-х годов. Он у нас был. Я на нем катался. Потом у меня был Volkswagen Polo. На нем я прокатался полгода. Я знаю, о чем говорю. ID-шка. И вот это. И если Volkswagen Polo и ID4 это... если Volkswagen Polo и ID4 они имеют что-то общее, то эта машина имеет что-то общее, вот с Volkswagen Caravella, да, который тоже 90-х годов, с одной эпохи. Есть ли что-то общее в философии автомобиля? Аккуратно, да. Слишком сильно не поворачивай. Шкрябает, как шкрябает. Да. Есть ли что-то общее в философии новых Volkswagen'ов и старых Volkswagen'ов? Честно, пока не вижу что-то общего. На ходу приятный автомобиль для своего возраста. Для круиза, да, такой? Ох, аккуратно, да. Да, это не машина. Просвет здесь очень сильно чувствуется. Это не машина, чтобы топить. Ох. Ой, аккуратнее. Да, это не машина, чтобы топить. Это машина для души. Машину каждый день используете или это как выходного дня для души? В данное время, вот как я ее приобрел, это машина каждого дня. Я каждый день с ним пользуюсь. Хочется сейчас еще одну машину приобрести, и чтобы его полностью на покраску отдать. Повседневная машина пока. Повседневная машина. А как по обслуживанию с запчастями? Нет проблем?
По запчастям нет проблем в том плане, то, что если это технически, если что-то, какие-то ништяки вы хотите, это уже далеко редкость и не так уж быстро его найдешь. А если вот именно по движку или там по коробке какие-то запчасти, у нас есть несколько магазинов по городу, точнее, кто запчастями занимается. Вот я у них покупаю, если даже у них нет в наличии, они возят где-то от 3 до 7 дней. Это плюс-минус адекватные сроки, чтобы такую машину обслуживать. Вопрос от оператора можно задать? А как с таким дорожным просветом справляетесь с нашими дорогами? На узбекских дорогах не сложно? И с лежачими полицейскими? Очень тяжело, потому что у меня задние арки задевает. Потому что это, как я машину приобрел, это уже вторые комплекты колес. Они быстро стираются в том плане, то, что она, во-первых, она стоит на минусе, а во-вторых, то, что она арки задевает за вот этих кочек и, так, грубо говоря, яму. Еще такой вопрос. Судя по, так сказать, сход-развалу машины, вы фанат Стенса. Ну, есть такой чуть-чуть. Из-за схода-развалов некоторые даже на светофоры приезжают на каких-то иномарках или что там, говорят, давайте до светофора. Я говорю, машина в абсолютном стоке, не доверяю. Даже были моменты, попросили открыть мотор, я говорю, какой-то спортивный мотор не будет так звучать. Это стоковый мотор с стоковой коробкой. Это машина для души. Что мне нравится, что интересно, да, то есть, ну, это реально интересно, товарищи. Задраить люки! Но у тебя каких-то сложностей нету? Ой. Сложности только то, что она шкрябает. Да. А как тебе вообще рулежка, электроусилитель руля? Ну, ощущения и по звуку, и по ходу соответствующие. Для своих годов машина в офигенном состоянии. На самом деле, как я вот сказал, это такой, конечно, анекдот, шутка, да, прикол про то, что заботливые мужчины выбирают старых немцев, да, потому что за ними нужно заботиться. Но это так и есть. Эта машина, чтобы давала удовольствие, она должна быть ухоженной, иначе она превратится в гемор. Как тебе тормоза? Хорошо, держит. Ты заметил, что у него в круг дисковые тормоза стоят? Да, у него в круг дисковые тормоза. А интерьер, вот как тебе окунуться вообще вот этот интерьер автомобиль, если так можно сказать? Вайп семерки. Да, то есть только даже по дефлекторам. Не, вот чисто, да, вот это даже стрелки. На самом деле, вайп такой же. Вайп Жигули семерки, да? Да. Ну не бэки. Хотя, если мы возьмем БМВшки, Мерсы тех же годов, мы столкнемся с тем же самым. Прикольная приборная панель. На пикселях таких, на лампочках, вот поворотник включил. Коробка автомат трехступенчатая. Впервые в жизни езжу на трехступенчатой коробке. В принципе, когда у тебя трехступенчатая коробка, по барабану это автомат или механика. Ты трогаешься со второй на третий ставишь и все. А что автомат, что механика, разницы нету. Рулежка удобная, да, но если сильно выворачиваешь руль, прям скребет, да. Блин, что-то хотел спросить, забыл. Вот, что я заметил, то, что пока мы стоим, например, на светофоре, тут с автоматом какая-то беда. Во-первых, машина чуть-чуть дребезжит. Не, ну это возраст, да, для своего возраста идеально. Но зато вот она сейчас на третьей, и все. И вот что сейчас мы едем, не знаю, километров 40, она на третьей. И что 140, она тоже будет на третьей. В этом, кстати, есть свое преимущество. Почти как вариатор. Да. О, блин, реально сиденье кайфное. Но сиденье кайф, реально кайф. Ребята, немцы делают вещи. Ну, по факту, делали да. Вещи. Нет, они сейчас делают вещи, просто собирают их в Китае. Да. Даже как-то грустненько. Да, ну что, бэхи, тройки, четверки, пятерки, все Китай. Но это бэх. Нет, машина очень приятная.
Серьезно, да, заехали? Да. Серьезно заехали? Вот на фоне поставишь. Вот. Нет, тема машины, тема, мне понравилась. А, сейчас, давай это пока включено зажигание. Мясорубка. Офигеть. Тема. Сколько у вас ушло сил еще и времени на постройку этого проекта? Ну вот, с прошлого года, с декабря, как приобрел, чуть ли не каждый день я с ним вожусь. Ну, как вожусь? То-то еще, это ищу. Здесь еще было заменено лобовое стекло. Я очень переживал за это, то, что транспортировка, вот это все дела, то, что, может быть, сломано, еще что-то, коцаны какая-то придет. А походу у нас есть такие умельцы, так называемые. Они за один день на любую, абсолютно на любую машину сделают лобовое стекло. Да, мне поставили, сделали с установкой прям за копейки. Все идеально, ничего не скользит, ничего там, грубо говоря, песков, никаких этих трещин, слава богу. Нет, прям абсолютно шикарно. И самое главное, это все за один день сделано. Кроме времени и денег, какие еще трудности, вот с какими трудностями вы столкнулись при постройке этого проекта? Да, какие-либо эти трудностей-то и нет. Но были моменты, например, заказал запчасть, там привезли чуть-чуть другое, там по креплению не подошел. Еще это буквально расширитель этого антифриза. Бачок расширителя. О, насчет расширителя. Да. Не думали вот эти пластиковые расширители арок сделать? Я до этого говорил, я больше склоняюсь на это стоковое, но у них тоже по заводу есть фендера, так называются. Фендера заводские. Я их хочу сюда установить. А вот эти, чтобы с шурупами, чтобы говорить, нет. Вот стоковые, они вообще шикарно выглядят. В принципе, проблем таких-то не было. Вот бачок там, грубо говоря, 3 или 4 раза заказывали, что-то другое пришло, а потом я нашел у одного человека бэушный, который в хорошем состоянии, его взял, помыл, поставил, и все шикарно работает. Мне помогли там люди. У одного человека есть разбитый Гольф 2, я у него много чего снял и сюда установил. Тот же докатку заводскую, очень хотел бы, чтобы там она ровная была. У них не запаска, а именно докатка, она узенькая. Вот расширитель, бачок. Еще там пару машин, которые я с них, грубо говоря, снял. 3 гольфа, которые я, грубо говоря, раздел и дособирал всю комплектацию. То есть это как лего такое своеобразное? Да, лего для взрослых, так скажем. Да. Ну что, друзья, я думаю, на этом наш обзор, очередной обзор, классный обзор, подходит к концу. Большое спасибо, Абзал Аке. Большое спасибо вашему обществу за то, что есть такие люди неравнодушные к автомобилям и неравнодушные к нашим людям. Это большая редкость. Спасибо. Вам тоже спасибо огромное. Да, если есть еще машины, подгоняйте. Все. MFG вообще вот что это означает? Это спасибо. Потом черный это добавишь, да. это как снималось. Да. Сейчас он еще один проедет. Он проедет, да. Ахмат, брат! Круто! Звук записали, топовый! Да,